Друзья, всем привет, Кэп у микрофона. В этом коротком видео покажу вам, как легко пройти пролог в игре Stone Shard. Для этого запускаем пролог и начинаем прохождение. У вас будет появляться целая куча информационных подсказок. Ни в коем случае не убирайте их, оставьте галочку и прочитайте абсолютно все, что вам говорит игра, потому что это будет очень важно и пригодится вам в дальнейшем. Первое, что мы делаем, открываем инвентарь персонажа, снимаем все кандалы ржавые, чтобы иметь возможность ходить. Находим трупик нашего братика. Братика, к сожалению, что-то убило, мы не знаем, что конкретно, возможно, какая-нибудь хворь. Забираем с него все, кушаем еду, пьем воду и взламываем дверь правой кнопкой мышки. Очень легко и просто это делается. Находим железный пруд, берем себе его в руку, чтобы просто бить было немножко получше. Здесь есть куча трупов, которые валяются в соседних камерах. Можно их, в принципе, полутать и получить некоторые кольца. Кольца, вот, например, как такие, они с вопросиком. Это значит, что оно имеет какие-то магические свойства, неизвестные вам. Опять же, свиток определения, который мне немножко позже позволит нам узнать, что же за кольцо мы нашли. Открываем дверь, правой кнопкой мышки, взломать дверь. Дальше находим место, где есть кровь на полу. При помощи нового скилла, который у вас появится автоматически, используем поиск ловушек и находим ловушку. Поиск ловушек работает, слово, примерно клеток на 5-7 примерно, ну, в зоне видимости. Поэтому очень важно в дальнейшем прохождениях вам будет использовать именно поиск ловушек. Имейте это в виду. Далее забираем абсолютно все, что у нас здесь в инвентаре, в ящике. У нас появился дебаф боли, у нас сломана нога. Заходим в меню персонажа, вкладка здоровья. Находим в инвентаре шину, используем ее по ноге. Находим также мазь целебную, используем ее по ноге. Дальше, боль все еще остается. Боль снимается при помощи эфирного ингалятора или алкоголя. Алкоголь у нас есть ингалятор. Появляется дебаф интоксикации из-за эфирного ингалятора. Короче говоря, это токсины. Используем шприц, вводим в себя токсины. Дальше, находим... Здесь на полу валяется дублет. Всегда будет лежать, забираете его. И сапоги странника также забираете. Надевайте сразу же на себя. Дальше очень важно найти здесь вот такую вот стоечку с оружием. Забрать отсюда меч или же топор. Можно взять топор, например. В принципе, почему бы и нет. Давайте возьмем с вами топор и пойдем дальше. Так, у персонажа остается маловато хп. Чтобы свои хпшки подрегенить, у вас есть классная возможность зайти сюда вот в режиме действия. Сесть на жопу, посидеть немножечко. Великолепно. Едем дальше. Посидели, порегенились, находим врага. Ждем, пускай он подходит к нам сам. Можно нажать пробел, поэтому вот тогда у вас пропустится ход, и вы сможете подпустить к себе врага, не подходя к нему, не получая штрафную за эту атаку. Точнее, она будет считаться не штрафной, но для вас она будет как штрафная выглядеть, по сути. Находим врага, начинаем его убивать. Также очень легко и просто. Вам дали левелап, можете прокачать себе скиллы, можете вкачать себе, в принципе, живучесть, восприятие, волю, силу, неважно что. Тут, по большому счету, не имеет никакого значения. Я качать ничего не буду, так же, как я не буду брать себе никакие скиллы. Вы можете взять, посмотреть, какие скиллы у вас есть на старте, взять все, что вам угодно, и попытаться поиграть в эту игру. Так что вот как-то так. Дальше находите кучу книжных стендов, открываете все это дело, свиток определения забираете. Можно посмотреть, что за колечко у нас как раз-таки было. Колечко с такими свойствами интересными. Дальше где-то здесь еще будет лежать свиток зачарования. Вот он красного цвета. В принципе, можно использовать его на свое оружие, но пока что этого не делайте. Вам дальше тут оружие получше, поэтому приберегите этот самый свиток на потом. Он вам точно пригодится. Дальше. Важный момент. Вам необходимо пройти пролог. Вас будут спускать в катакомбы, которые вам нужно будет обязательно пройти. В катакомбах вам встретится огромное количество врагов. Постарайтесь сделать так, чтобы вы дрались только всегда с одним врагом. Иногда будет случаться ситуация, когда врагов очень много. Лучше в этой ситуации заблаговременно убежать. У врагов есть механика слуха, поэтому если вы будете драться где-то с врагами, они, скорее всего, будут вас слышать. Вот я, например, сейчас убежал, там их было 3 штуки, даже 4. Одного я убил, осталось только 3. Двое очень близко. Вышел, порегенился, захожу обратно. Нахожу кучу врагов. В первую очередь 2 вот этого товарища, потому что у этого классный дебаф есть, который позволяет ему хорошо уклоняться. Убиваю следующих чуваков. КП мне все еще позволяет драться. Могу попробовать с ним подраться немножечко какое-то время. Убивает почти меня. У меня появляется жесткий дебаф травмы головы. Лучше выйти из этого боя. Если вы стоите рядом с проходом, это можно немножко заобузить. Вышли, посидели, порегенились. Это очень легко и просто делается. Вот мне немножко просто не повезло сейчас с генерацией, поэтому на меня куча мобов налетела со всех сторон, и поэтому пришлось мне драться с большим количеством людей. Обычно же происходит так, что вы деретесь только с одним врагом. Поэтому имейте это в виду и старайтесь драться только 1 на 1. Бывает такое, но что поделать. Иногда случается. Враги в целом в прологе достаточно слабые, и они, ну, являются своей копией внутриигровой, только немножечко ослабленный, да, поэтому убивать их обычно нет никакого проблемы. Находите меч, какой-то интересный, зачарованный. Можно его определить, узнать, не проклятый ли он. Он не проклятый, с ядовитым уроном, еще и похищение жизни. Это просто сказка какая-то. Вам, скорее всего, так не повезет, я так понимаю. Поэтому это такое. Я могу проходить дальше со своим предыдущим
Мечом никаких проблем не будет. Находим проход. В проход обязательно залетаем, включаем костер, находим труп. В трупе будет лежать хорошее снаряжение. Почти всегда там лежит что-то полезное. Плюс лежать будет здесь хилка и еда базовая. Читаем записку, получаем немножко опыта. Берем себе в обязательном порядке то, что у нас уже есть. Можно использовать свиток зачарования, например, нашу броню классную. Получаем какую-то небольшую блюшку баф. Ну, что поделать. Не самое лучшее, но что есть. Кушаем еду, пьем воду. Набираем воду прямо из этого фонтанчика, если так можно выразиться, из этого водопадика. Идем дальше по-быстрому. Здесь находим еще один уровень, который нам также нужно будет пройти. Старайтесь не слишком сильно спешить, не агрессировать. Как только уж нашли врага, лучше постоять. Пускай он к вам придет сам. Не идите к нему вперед, потому что, скорее всего, за дверью стоит кто-то еще. Вот, например, вот этот товарищ. Сейчас мы к нему подойдем и напнем его. На его месте могла быть любая другая сущность, на самом деле, живая, которая нам бы очень сильно мешала. Давайте пойдем попробуем вниз. Возможно, мне повезет сегодня с генерацией. Я найду выход побыстрее, если так вот прокатит. Вот, игра, еще раз повторюсь, с ускорением игры. Ускорение игры можно будет посмотреть, как сделать ускорение игры, можно будет посмотреть, ссылочка будет в описании под видео. В двух словах это делается при помощи чит-энджина. Так, из этих чуваков лучше в первую очередь убивать летающую крысу. Потом убиваете вот эти столбы, которые дают, по сути, бафу всем врагам. Сами атаковать они могут, но очень слабо. Находим перчатки, надеваем, почему и нет, в принципе. Слышим, за дверью кто-то стоит. Находим одного врага, убиваем его. Находим второго, просто бьем его. Рано или поздно вы его зовете, атакую просто левой кнопкой мышки. Мы получили уже второй уровень тем временем. Я скиллы качать не буду принципиально, потому что, ну, это чтобы вы потом не говорили, что игра слишком сложная. В этом нет ничего такого правдивого. Да, игра сложная, но просто она требует небольшого внимания и понимания. Так, используйте обязательно в порядке поиск ловушек в каждой комнате, потому что это вам не один раз спасет вашу жизнь. Потому как ловушек в игре очень много, на самом деле, которые появляются на полу, шипы и прочие неприятные вещи, поэтому лучше их избежать, если есть такая возможность. Находите черного врага, убивайте очень быстро, забирайте все, что с него падает. Находите библиотеку. В библиотеке обычно бывают книжки какие-то полезные. Можно их позабирать, можно их не забирать. У меня, например, книжек не упало. Бывает. Ну что ж, пойдемте дальше. Скорее всего, здесь будет проход у нас на следующий уровень. Да, вот на дверь сразу поднимаемся вниз, и вот она как раз-таки битва с боссом Архонтом. Теперь вот к вопросу о том, как убить Архонта. Перед тем, как вы зайдете в эту дверь, желательно открыть меню персонажа и вылечить все ваши ранения, которые у вас только имеются. Если у вас закончилась медицина, просто вызовите меню вот здесь, сядьте в режиме отдыха, подождите, пока у вас восстановятся конечности. Возможно, у вас будет заканчиваться еда и вода, и следите тоже за этим, очень важно. Попили воды, съели еду, которая у вас остается, бафы есть. Вот у вас, кстати, есть хилочка, очень важная штука в этой игре. Дальше, ну что... Использовать ничего не буду, никакие бафы-дебафы. Теперь самая интересная битва с боссом Архонтом. Как убить Архонта? Убить Архонта в игре очень просто, на самом деле. Есть базовая механика, базовое понимание, стратегии, как это делать. Заходите на битву с Архонтом. У вас появляется под вашим персонажем вот такие красные капельки, которые кастуют вот эту статую. Ее нужно бить в первую очередь. Сразу же этой лужи выходите, чтобы не получать урона. Идете прямиком к этой статуе. Начинаете ковырять статую. Находите, опять видите, под вами кастуется красная лужа. Сразу же выходите из нее, не получая урона заблаговременно, и ковыряете до конца статуи. Статуя повержена. Дальше нам нужно убить следующую статую, чтобы получить возможность драться с боссом. На этого товарища не обращая внимания, стараемся идти как можно ближе к статуе. Сразу же ее дамажим, потому что осталось последняя, врагов еще двое. Они умрут, как только я заломаю эту статую. Большого смысла убивать их сейчас мне нет, поэтому я буду просто ломать статую на пофиг. И у меня это получится. Дальше. Архон превращается в свою вторую стадию. То есть это, по сути, сама битва с боссом. И здесь важно. Вы стоите вот именно в этой клетке. Вам нужно будет встать именно в эту клетку перед боем с Архонтом. Шагаете налево на один. Потом шагаете, он кастует свой скилл. Шагаете налево наверх. Ой, ну, правильно, наверх, короче говоря. Стоите здесь, он ничего не делает. Пропускаете ход на пробел. Он начинает разгоняться. По диагонали уходите вниз. Он станется, стоите именно в этой клетке. Бьете его раз, два, три, четыре, пока он вас не откинет. Откидывая в эту клетку, в середину четко. Уходите по диагонали наверх. Раз, уходите по диагонали наверх. Два. Пропускаете ход на пробел, он разгоняется. Опять начинаете улпить. Раз, два, три, четыре. И так, пока он вас не откинет, в принципе. Уйти он отсюда никуда не может. Вот, пожалуйста, все. Товарищ погиб. Супер просто и легко. Ребятки, теперь вы знаете, как пройти пролог в Стоуншарде. Дальше вас ждут огромные приключения, интересные бои и очень много, скорее всего, уже поболее. Имейте это в виду.
Причем не отчаивайтесь, приходите на стримы, спрашивайте, задавайте вопросы по билдам, по прочим вещам. Будем стараться вам отвечать. Как видите, я без скилла, без прокачки, без ничего прошел Архонта и даже не использую никакие, в принципе, для этого зелья. Так что у вас это получится уж точно. Делается все супер просто. Спасибо всем большое за просмотр, друзья мои. У микрофона был Кэп. Приходите обязательно на стримы, подписывайтесь на канал. И если вас интересуют какие-то гайды по этой игре, обязательно пишите идеи для этих самых гайдов, и я буду их выполнять. Да, получился немножко как длинный гайд, но зато максимально подробный и визуально понятный. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Доброго всем дня. До скорых встреч и пока-пока.